Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Во-первых, если вы не в курсе, Amazon вместе с Sega готовит сериал по мотивам серии игр Yakuza Like a Dragon. Во-вторых, роль протагониста Кадзумы Кирью в нем исполнит вот этот молодой человек Рёма Такеучи. Со спины с фотошопом выглядит вот так, так что, наверное, окей. Ну и в-третьих, вот только подоспело, мистер Такеучи дал интервью японскому подразделению IGN и в нем наговорил всякого. И среди прочего из всякого заявил, что игра, по крайней мере самая первая часть франшизы, ему знакома. Дескать, играл в нее у своего дяди. И сразу с опасением воспринял предложение сыграть персонажа уже существующего произведения. Говорит, это большое испытание. Но после некоторых размышлений решил, что он готов и должен выложиться на все 100, иначе ничего не выйдет. Однако, еще цитата, «Я с большим уважением отношусь к чувствам фанатов, но играя роль, я должен делать это по-своему, так что я не могу отвлекаться на чужие ожидания. Для себя я изучил игры, чтобы определить черты Кирью и по-своему их показать. Нет смысла пытаться превзойти оригинал, вместо этого я хотел отдать дань уважения играм и при этом создать что-то новое». Конец цитаты. Заявление Amazon о том, что сериал не будет дословной экранизацией, как будто бы помогает новому образу героя. Для шоу напишут оригинальный сценарий, не повторяющий существующие игры и описывающий сразу два временных периода, год 1995 и 2005. Для корректного отображения боевых навыков подростка Кирью и его возмужавшей версии, Такеучи самолично осваивал боевые искусства, дабы не посрамить имя дракона Додзимы. И, кстати, о драконах. Последняя пара DLC персонажей для Mortal Kombat 1 нагрянет уже 23 июля. Для обладателей комбат-пака, но лишь 30-го для тех, кто захочет купить их отдельно. Новым играбельным героем станет Такеда Такахаши, который, в отличие от своего предыдущего появления, является не сыном Кенши, а его кузеном. Местному Такеде нравился образ жизни Якудза, и тогда его отправили по следу Кенши, однако миссия успехом не увенчалась, и Такеда был сильно ранен. Кенши не бросил родственничка и оставил его у клана Ширая-Рю, где малец наконец-то научился уму-разуму, а также метать взрывные кунаи, телепортироваться врагам за спину и хлестать их зазубренным кнутом. Новым камео-персонажем станет Ферра из той же Mortal Kombat X, в которой дебютировал и Такеда. Несмотря на то, что парочка является последними из анонсированных героев, судя по недавним сливам датамайнеров, разработчики уже вовсю трудятся над следующим комбат-паком с кучей новых бойцов. На днях самой первой Metal Gear исполнилось 37 лет. По этому поводу расчувствовались не только отцы, заставшие ее в ангоинге, но и сам маэстро Хидео Кодзима. В своем экс-твиттере автор настелил простыни текста, в которых, если кратко, признал самым инновационным изобретением игры кодек, рацию, по которой Снейк переговаривается со своими союзниками во время миссии. Цитата. Metal Gear была под завязку набита элементами, опередившими свое время, но главной находкой было использование радиопередатчика в сюжете. Более того, он был интерактивным и позволял отправлять и получать сообщения. Игра движется вперед вместе с игроком, так что когда в отсутствии игрока происходит драматичное событие, и он об этом не знает, то игрок теряет эмоциональную связь. А благодаря передатчику можно показывать текущую ситуацию игрока, параллельно вводя историю или ситуацию других персонажей, личность босса, предательство персонажа, смерть члена команды. Все это может быть представлено одновременно. Радио также может мотивировать игрока или разъяснять геймплей и правила. Хотя признание получили только элементы стелса, большинство современных шутеров также используют механику передатчика. Конец цитаты. Экс-сотрудники закрытой студии Piranha Bytes, авторов готики серии Reason и Эликс, выпустили второе видео из цикла «Прощание с отчим домом». В нем Бьорн и Дженни Панкратс, супруги, трудившиеся в компании, рассказывают о том, как это было, но не говорят почему. О причинах закрытия они говорят просто. После покупки Embracer мы думали, что сможем заниматься играми до старости, но у экономики были другие планы. При этом они утверждают, что покинули Piranha Bytes не по собственной воле, но, несмотря на это, были связаны с ней контрактом вплоть до июня. Если что, уже в начале июля они вместе с бывшими сотрудниками Piranha основали новую студию Pithead. Судя по намекам от Дженнифер, Piranha Bytes теперь существует только на бумаге. Права на все игры и бренд Piranha Bytes остались у THQ Nordic и Embracer Group. Что же до ремейка Готики, он все еще в разработке, несмотря ни на что. Его точно должны показать на Gamescom 2024, уверила Дженни, но никакого отношения к ней создатели уже иметь не будут. Инсайдер Bathrobe Spartan, специализирующийся на сливах о серии Halo, опубликовал тред, где рассказал о текущем состоянии 343 Industries, нынешнем доме Мастера Чифа. Как утверждает информатор, серия перестраивается под новый формат производства. Свои слова он собрал из заявлений 12 человек, приближенных к студии. И тейков он набросал сразу много, ссылку на полную выдержку ищите в описании, но и я вам тут порассказываю, конечно же. Первое и крупное сокращение. Вместо 400 человек прежде, теперь в студии числится примерно 280 сотрудников. Часть из покинувших, правда,
правда, покинулись не восвояси, а перешли куда-то в пространство конгломерата Xbox. Остальные должности будут заменять аутсорсом. Вытекающее второе, аутсорс теперь будет заниматься и самими играми. 343 будет заниматься концепциями и предварительным производством игр, а основное будет доверять другим студиям. И две из таких игр уже находятся на предварительных этапах разработки. Одна аутсорсом в США, другая в Европе. Какие конкретно студии заняты и что вообще за проекты, не уточняется, но, возможно, одной из них станет ранее спекулируемая Королевская битва. Когда именно ждать анонсов, инсайдер уверен, что еще не скоро. Call of Duty Black Ops 6 стартует только в октябре, однако пощупать ее Activision разрешит на месяц раньше. Ранний доступ для предзаказчиков позволит погрузиться в бета-версию игры 30 августа. Эта бета заканчивается 4 сентября, но уже 6 стартует публичная, открытая. Закроется она 9 числа, то есть спустя 3 дня. Примечательный факт, владельцы Game Pass попадут в перечень раннего доступа и тоже смогут пощупать бетку. В бете можно будет попробовать соревновательный мультиплеер и одну из ключевых геймплейных особенностей Black Ops 6 — систему передвижения OmniMove, которая позволяет нырять, бежать и подкатываться в любом направлении. Кроме того, пользователям дадут несколько базовых карт, различные режимы, а также разновидности оружия, экипировки и перков. Уже в эту пятницу мы стартуем долгожданный 24-часовой Лиман на популярную нынче скуфскую тематику. Странная формулировка, но также в этот же день релизнится новенькая, странненькая игра от Capcom Kunitsugami Path of the Goddess. Странно ее называю не только я, глядя на трейлеры, но и 23 рецензента, которые успели потыкать в пресс-версии игры. При этом в целом проектом они скорее довольны. Средний балл составил 81 из сотни, 91% критиков игру рекомендуют. Экшен-составляющую нахваливают все наперебой, а вот стратегическую поняли не все. Хвалят прогрессию и достаточную сложность, но критикуют несколько не самых удачных схваток с боссами. А вот в сильном художественном стиле Куницугами убеждены тоже все. Игра стартует 19 июля на ПК, PlayStation и Xbox, в том числе через Game Pass. А еще на радостях от вышедшего ролика про один день из жизни СГ и грядущего Лимана на сайте StopGame.ru вас ждут приятные изменения в календаре релизов игр. Теперь он говорит о скорых проектах гораздо больше. Прямо на месте можно увидеть ближайшие релизы, игры, ожидаемые конкретно вами, и инновации, трейлеры или скриншоты этих проектов, чтобы вы сразу понимали, чего хотите начинать ждать и добавлять к себе в список «Буду играть». А еще у нас вышел текстовый обзор неоднозначного выживача Once Human от Кирилла Волошина. Приятного вам изучения и доброго дня!